Всем привет! Прошу меня простить за качество эфира. Сегодня я нахожусь в Варшаве, приехал сюда на конференцию, как и обещал. Как оказалось, что и на этой конференции мы не собираемся обсуждать актуальные вопросы, а только лишь имитация борьбы, как и все предыдущие 5 лет. Мы начали сегодня с грантов для культуры. Нам режим Лукашенко в войне, ну, как обычно, как обычно. А в это самое время, обруганная с ног до головы любителями обсуждать свои письки и секс с бабушками политика, А вот Сергей, по-моему, спит со своей бабушкой. выпускает последнюю или предпоследнюю главу расследования про исчезновение, сексуальные приключения и работу на разведку друга и соратника Пал Палыча, Ладушка, Мельникова. О-хо-хо-хо-хо! Сколько пены на губах было у ее защитников от КР и своих людей в незалежных медиа. Возьмем хотя бы ту же Татьяну Мартынову. Я слышу глаголы «она украла», я слышу глаголы «она там переводила» и так далее. Я считаю, что до момента, пока нам неизвестна судьба бывшего спикера КС, да, мы не имеем права, в принципе, на такого рода глаголы. Согласны ли вы со мной? Это важный этический вопрос для меня лично, как для человека, который с Анжеликой работал, и который сегодня всю эту грязь, в том числе, считает вылитой на себя лично. Но прежде чем познакомить вас с самим расследованием по Мельниковой, я бы посоветовал польской разведке внимательно присмотреться к отстирывателям и отбеливателям Мельниковой, к этому уютному теплому кружку. Все они перечислены и показаны в моих выпусках по работе КР. А если конкретно, то в выпуске, ссылка будет в описании, который посвящен странному голосованию по Мошенскому. Пожалуйста, поименно работайте, польские братья, удивитесь результатом. Итак, вернемся к нашим баранам и приступим к ознакомлению с расследованием. Але для чого я сюди прийшов? Тому що були абсолютно необґрунтовані обвинувачення моєї доброї знайомої і колеги Анжеліки Мельникової, з якою я працював у одному кабінеті, здається, каля году. Я, як чоловік, який приватно добре ведаю спадарню Анжеліку, я ведаю, що вона ні рубля не взяла з усіх відомих народів. Спадар Сергей, ёсць зараз падымаць прагляды свайго блока на гэтай падставе без ніякіх доказаў у любой юрысдыкцыі, нават у беларускай до 2020 года, гэта быў бы повод для судовага працэсу. Итак, простите меня, авторы, но белорусский народ должен знать о вашей работе. Знали ли друг друга Алексей Витальевич Лобеев и Анжелика Мельникова раньше? Была ли их встреча на Кубе частью оперативной игры спецслужб? Какова была роль Оксаны Савченко? Она познакомила дочь с агентом или сама оказалась в роли заложницы? По нашим сведениям, пропавшая белорусская оппозиционерка Анжелика Мельникова находилась в процессе вербовки военной разведки Беларуси. Сотрудник спецслужб следовал за ней на Кубу и Шри-Ланку, где она проводила отпуск. Нам известны время попытки вербовки, внешность, имя, а также данные, под которыми действовал сотрудник, скрывая свою настоящую личность. Вся эта история крайне неудобна как для польских спецслужб, так и для белорусских диссидентов. Мельникова была третьей по значимости фигурой в белорусской оппозиции. Она жила в Варшаве, имела доступ к финансированию и структурам, которые противостоят режиму Лукашенко. Знала многих влиятельных польских политиков, бывала в Сейме, Сенате и у президента Польши. Недавно получила польское гражданство, для чего необходимо положительное заключение Агентства внутренней безопасности АБВ. Она внезапно уехала 26 февраля 2025 года вместе с 2 детьми.
Позднее перевела крупные суммы со счета фонда, которым руководила, на свой личный счет. Эти деньги были предназначены для поддержки белорусской оппозиции. Где она находится сейчас, неизвестно. Анжелика появилась в оппозиции как будто из ниоткуда. В массовых протестах против фальсифицированных выборов в 2020 году она участия не принимала, но дважды была оштрафована за призывы к сопротивлению в чатах. В сентябре 2020 года она с мужем-программистом Андреем Мельниковым эмигрировала в Киев, объясняя это заботой о безопасности детей. Позднее семья переехала в Белосток. Анжелика искала контакты с белорусской оппозицией. Сначала сотрудничала с небольшой организацией, но к 2023 году заняла совсем другую позицию. Во-первых, она работала в крупной оппозиционной структуре Народном антикризисном управлении НАУ под руководством Павла Павловича Латушко. Во-вторых, у нее уже был собственный фонд «Беларусь Либерти», через счета которого шло финансирование оппозиции, в частности группы «Киберпартизаны», айтишников, взламывающих сайты белорусской военной разведки. Анжелика свободно владеет английским, умеет оформлять гранты. Глава НАУ Павел Латушко был очень доволен сотрудничеством. Мельникова начала делать карьеру. В 2023 году она живет одна в Варшаве. Друзьям говорит, что развелась, а дети она отправила их к своей матери, Оксане Савченко, которая продолжала жить в Несвеже, в Беларуси. Это рискованный шаг, который, однако, не вызвал подозрений ни у нее коллег, ни у польских спецслужб. В то же время Анжелика активно работает в НАУ, заводит новые знакомства, представляет организацию за рубежом, например, на конференции во Львове. Летом говорит, что сильно устала из-за работы и скандала в офисе. Она чувствует себя преследуемой одним из коллег и угрожает обратиться в полицию. Подруге она признается, что хочет отдохнуть и собирается в отпуск на Кубу, где планирует встретиться с матерью. Берет отпуск и 16 августа по 1 сентября 2023 года летит в Варадеро. Возвращается прямо на 32-й экономический форум в Карпаче. Свой визит на Кубу она не скрывала. Александр Азаров, глава организации PayPal, объединяющий бывших сотрудников силовых структур Беларуси, который встретился с Анжеликой 6 сентября 2023 года, в Карпаче вспоминает: она была очарована островом, рассказывала о местах, которые увидела, о сигарах. С нами был бывший белорусский дипломат на Кубе. Они нашли общий язык. Что-то странное в поездке на Кубу. Журналисты из Белорусского расследовательного центра выяснили, что кто-то купил билет на имя Анжелики, используя данные ее белорусского паспорта. Это был билет российской авиакомпании Nordwind по маршруту Москва-Варадеро-Москва. В чем смысл, если Мельникова жила в Варшаве? Откуда после начала войны нет авиасообщения с Москвой? Но и это еще не все. Вместе с ее билетом был приобретен билет для мужчины с белорусским паспортом на имя Алексея Гордеева. В сотрудничестве с порталом The Insider удалось установить: Андрей Гордеев, он же Алексей Витальевич Лобеев, сотрудник белорусской разведки. Ему 32 года. Его настоящее имя Алексей Витальевич Лобеев. Мельникова этим билетом не воспользовалась. На Кубу она прилетела другим рейсом. А вот Лобеев прибыл именно на борту Nordwind. С ним летела и мать Анжелики, Оксана Савченко. Знали ли Лобеев и Мельникова друг друга раньше? Была ли их встреча частью операции белорусской военной разведки? Какова была роль Оксаны Савченко? Она познакомила дочь с агентом или сама была в положении заложницы?
Удалось выяснить подробности о Лобееве. Он закончил военный факультет Белорусского госуниверситета БГУ. Его отец, умерший в 19 году, тоже был связан со спецслужбами, служил в белорусском ГРУ. Военный факультет БГУ готовит кадры для ГРУ и КГБ. Оба ведомства выдают маскировочные документы, поэтому точно определить принадлежность Лобеева сложно. Скорее всего, Анжелика обручена, но свадьбы не будет. Есть фото Лобеева 19 года. Он сидит в третьем ряду зрительного зала военного госпиталя в Гродно на празднике по случаю 80-летия учреждения. В первом ряду тогдашний глава ГРУ генерал-майор Руслан Косыгин. Лобеев женат на Марине Лобеевой в девичестве Михновец. Благодаря Александру Азарову и Байпол удалось получить фотографии со свадьбы. Среди гостей его коллеги с военного факультета БГУ. Оба сейчас служат в Минобороны Беларуси. После возвращения с Кубы жизнь Анжелики изменилась. Она совмещала работу в НАУ и управлении фондом Беларусь Либерти, через счета которого поступали значительные суммы на поддержку киберпартизан. Вела себя уверенно, коллеги отмечали, что у нее все хорошо с деньгами, одевалась со вкусом, дарила дорогие подарки, стала больше следить за внешностью, солярий, спорт с личным тренером, диетическое питание. Сооснователь фонда Дмитрий Щегельский заметил, что Анжелика ездила на хорошем Мерседесе. Она говорила, что ее бывший муж отличный программист и платит алименты около $5000 в месяц. Меня удивляли ее поездки в Дубай. Опасно, дорого. Да и зачем? Оказалось, что она снова живет с бывшим мужем. Они снимали квартиру более 90 квадратных метров на Бемово. С ними жили дети, которые учились в частной школе. По словам знакомых, отношения между Анжеликой и ее бывшим мужем были дружескими и сосредоточены были на воспитании детей. В остальном они жили раздельной жизнью. Анжелика часто летала за границу одна. В январе 24 года она отправилась на Шри-Ланку в отель Араливия на Ватуне. Вернулась с обручальным кольцом. По словам ее подруги, пожелавшей остаться анонимной, Анжелика сказала, что это подарок от белоруса, с которым она уже проводила отпуск ранее. Она показала его фото и кольцо, говорила, что он из Беларуси, спортсмен, и она влюблена. Удалось установить, что в то же время на Шри-Ланке находится Алексей Лобеев. Скорее всего, именно он и был тем спортсменом, который подарил ей кольцо. В 2024 году Анжелика ездила одна, не только на Шри-Ланку, но и в Дубай. В Польше ее политическая карьера развивалась стремительно. Она была избрана в Координационный совет. Белорусский парламент в изгнании. Ее в список включил лидер НАУ Павел Латушко. Позже она стала председателем Совета, аналогом маршала Сейма, одной из ключевых фигур в оппозиции. Новая должность открыла ей доступ к контактам с важными политиками, выступлениями в парламентской ассамблее Совета Европы, зарубежными поездками, например, в Сейм Литвы. Она бывала в польском Сейме, Сенате, президентском дворце, знала многих высокопоставленных политиков. Были и успехи. Благодаря ее усилиям польский Сенат официально признал Координационный совет. Удалось провести торжественное заседание этого органа. Обычно встречи проходят в Зуме. Сессия состоялась в январе 2025 года в Дворце культуры и науки, хотя Мельникова добивалась проведения ее в здании парламента. Личное тоже шло в гору. Она и ее дочери получили польское гражданство. Согласно закону, АБВ обязано было дать заключение по этому поводу. Видимо, у агентства не было возражений или же их проигнорировали. С новыми паспортами и дочерьми Анжелика уехала на Рождество в Лондон. В январе 2025 года с Анжеликой начало происходить что-то тревожное. Она была подавлена. Когда я спросила о женихе, она лишь махнула рукой, рассказывает подруга. Пропускала тренировки, а однажды без причины расплакалась. Коллегам сказала, что хочет отдохнуть и снова полетит с детьми в Лондон. Из Польши она уехала 26 февраля и исчезла. Нам удалось выяснить, что в Лондоне она побыла недолго. Оттуда с детьми отправилась на Шри-Ланку и в тот же отель Араливия.
в Унаватуне, где была год назад с агентом белорусской разведки. Там впервые перевела крупную сумму с фонда Беларусь Либерти на личный счет. Потом были новые переводы в общей сложности на 150 тысяч долларов. У нее не было с этим проблем, она была единственным распорядителем фонда. Со Шри-Ланки Анжелика отправилась в Дубай. Где она находится сейчас, неизвестно. Неясно, была ли она завербована спецслужбами или наоборот скрывается от них. Коллеги Анжелики не знали о ее путешествии. Думали, что она вернулась из Лондона в Польшу. Мельникова поддерживала эту версию. Выходила на Zoom, отвечала на письма, говорила, что болела ковидом и пневмонией, но уже идет на поправку и скоро будет в офисе. Лишь 25 марта сотрудники поняли, что что-то не так. О ее исчезновении сообщил в полицию Павел Латушко. Расследование ведет Национальная прокуратура и Люблинское отделение АБВ. Павел Рашко, Евгения Тамарченко, Тимур Алиевский. Напомню, что свою работу я делаю абсолютно бесплатно. Потому что люди в Беларуси, независимо от всех этих офисов, Раймондов и прочих Матолек и Леончиков, продолжают верить в перемены. И я должен это делать, находясь здесь на воле, чтобы не подвести их. Ну а нашим заходним партнерам я еще раз напомню про возможность пересмотреть все мои выпуски, посвященные процессам внутри КР, которые я по вашим же просьбам или советам сделал с субтитрами. Мы победим, но не при такой системе, которая существует сейчас при выдаче грантов. А при борцах с 30-летним стажем во главе процессов мы никогда не победим. За 5 лет это уже стало гиперочевидным. Мова, БЧБ, культура, красивые слова, сколько денег на это ушло, это все классно, но только как это приблизило нас к победе, как нам это помогло в борьбе с режимом. И главное, кто за это понесет ответственность. Искренне ваш народный репортер Сергей Петрухин.